Всем привет! Сегодня у нас расклад истинное отношение к тебе загаданного человека. Выбирайте свою колоду и давайте начнем наш расклад. Единичка. Ну знаешь, вот тот мужик, который тебя сейчас держит на крючке, он не просто мудак. Он мудак с системой. Вот представь, как в кино, да, ты ему звонишь, а он сначала на экран смотрит, потом там решает, отвечать или нет. И не потому что занят, а потому что ему похрену. Он тебя проверяет, вот, насколько ты готова терпеть его говно, извини меня за выражение. Он тебя не любит, он тебя использует как заплатку. Вот у тебя чего-нибудь вот сгорело, например, да, например, там плитка, да, и ты неделю греешь борщ в кастрюле на плите. Вот он точно такой же. Временная мера, понимаешь, пока не купит нормально. Только ты для него, знаешь, даже не плита. Ты как вот свитер старый, который и выкинуть жалко, но и носить стыдно. И он тебя не бросает, потому что лень искать новую. А когда ты начинаешь больше требовать, он втыкает тебе 3 ножа в спину. Один ножик — это ты очень раздражительная стала. Второй ножик — там мне с тобой тяжело. Ну а третий ножик — может, мы просто друзья. И все это прям в один вечер. Но самое плохое, что он даже не злится. Он просто, знаешь, равнодушен. Вот как реклама есть же, вот ты которую пролистываешь там за долю секунды. В начале вот видео любого. Вот, например, я тебе объясню. Ну, смотри, ты ему пишешь: «Я тебя люблю». А он чешет жопу, извини меня за выражение, и думает: ну и ладно. Он даже не тратит силы там на обман, чтобы тебя обмануть, я имею в виду. Просто игнорирует, пока ты сама не устанешь. И знаешь, почему он так уверен? Потому что ты каждый раз возвращаешься. Вот есть же собачки, которая вот косточку ждет от своего хозяина, который ее бьет. Вот ты точно так же. И он не мечтает о тебе. Он не планирует с тобой будущее. Он, знаешь, он просто ждет, когда ты сама там опростоволосишься вот настолько, что он сможет сказать там: ну я же говорил, что у нас ничего не получится. И ты будешь винить себя. А он прав. Ты действительно будешь винить себя во что бы ты ни стал, говорю, в любом случае. Только не потому, что ты там плохая, а потому, что ты повелась на его херню. Понимаешь? Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечка. Ну, знаешь, твой вот этот, как называть там? Вы романтический типок, он, вообще не мужик. Он, знаешь, он как паук. Паутину плетет из обещаний. Типа: я тебе куплю дом, я тебе куплю то, сё, я уволюсь или там в отпуск уйду, и мы уедем, ты самая красивая. Все это пшик. Он, знаешь, он даже не пытается это все реализовать, что он тебе болтает. Он просто бросает тебе косточки, чтобы ты не ушла. И он не может тебя любить, он не умеет. Для него отношения — это, знаешь,
Это игра в кто кого перетянет скорее. Понимаешь? Он постоянно тянет одеяло на себя. Ты ему там: а почему ты не звонишь, да? А он говорит: а ты что, меня контролируешь? Или мне нужно больше внимания, ты говоришь, да? А он такой: ты слишком много требуешь. Он даже не пытается найти компромисс, он просто давит на твою вину. И самое гнилое, что он знает все твои слабые места. Ты плачешь, он обнимает, ты злишься, он шутит, там ты уходишь, он звонит. Он, знаешь, он как тренер, который дрессирует собаку. Забыл вот это вот. Павлова, собачки Павлова. Он говорит тебе сидеть, лежать, апорт. Только ты не собака, ты же человек. Но он тебя так сломал, что ты уже сама не понимаешь, где кончается любовь, а где начинается мазохизм. И он не собирается меняться. Он, знаешь, он считает, что все правильно. Все так делают, типа. Или там ты слишком эмоциональна. Или вообще там сказанет: да, может тебе к психиатру. Он даже не осознает, что он творит. Он просто живет по принципу там: пока не сдохла, значит нормально. Понимаешь? Давайте перейдем к третьему варианту. Троечка. Мне вот интересно, ты вообще в курсе, что тебя используют как банкомат? Вот тот мужик, который тебя любит, он не влюблен. Знаешь, он просто, как сказать, с тебя живет, вот как объяснить-то. То есть ты для него как кредитка с бесконечным лимитом. Он прекрасно знает, и не обязательно про деньги. Он, знаешь, он вот знает, если попроси он у тебя 1 000 000, чтобы ты поехала с ним за 1000 километров, чтобы еще что-то, ты, как говорится, даже почку продашь, но заплатишь, приедешь, приголубишь. Он тебя не ценит. Он ценит то, что ты все ему даешь. Внимание, там, время, деньги, ну все. Он даже этого не скрывает. Он, знаешь, он просто считает, что это нормально. Там, ты ж богатая, ты же можешь, ты же меня любишь. И ты веришь в эту ерунду, во все его якобы проявления любви. Нет, Свет, это проявление твоей слабости. Он даже не пытается отплатить чем-то хотя бы хоть чуть-чуть. Для него это разовое, как сказать... Вот я часто говорю, что отношения — это дорога с двусторонним движением. Вот в его случае это одностороннее движение. Понимаешь? Для него это я получил, и я пошел дальше. Он не думает о твоих чувствах. Ты ему там скажешь, там, мне тяжело. А он тебе: ну ты же сильный, или а что ты придумываешь, да? Вот если твой расклад, то тебя вот это стригернет. А чего ты придумываешь-то проблемы? Ты ему скажешь там: мне поддержка нужна. А он там: ой, давай ты сама справишься. И он тебя не обманывает, нет, он просто не видит в тебе человека. Ты для него ресурс, понимаешь? И самое страшное, что он не остановится. Пока ты не скажешь, что хватит. Пока вот не скажешь, он будет брать. Не обязательно деньги. Я про энергию, про твои чувства. Он берет, но не дает ничего. Потому что ты не сопротивляешься. Ты терпишь, ты молчишь, ты оправдываешь его все действия. А он считает это своей победой. Типа, знаешь, вот смотри, как я ее сломал, даже не пикнула. Вот примерно так. Ты думаешь, что он тебя любит? Нет. Он, знаешь, он просто привык. Вот как к креслу старому, в котором удобно, но оно уже рваное. Только кресло выбросить можно, а ты живой человек. Хотя, не знаю, может быть, уже нет.